Неужели это конец спокойствия Чингука? На глазах у тысяч людей всего одна фраза о Тэхёне заставила атмосферу внезапно замереть. Что же на самом деле происходит за кулисами? Почему армия молчит? Разгадайте эту загадку в захватывающем повествовании. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы быть в курсе удивительных новостей о BTS, которые никогда раньше не раскрывались. Кто бы мог подумать, что самый запоминающийся момент – это не громкая музыка или свет сценических прожекторов, освещающих лица, которые сопровождали нас годами, а всего одна фраза, произнесенная Чингуком. Тихая, почти неслышная, но достаточно сильная, чтобы заставить замолчать тысячи голосов на стадионе. Вопрос: почему именно сейчас? А что насчет Тэхёна? Все началось в Сеуле в ночь, которая должна была стать ностальгическим праздником. BTS провели мини-воссоединение, редкий момент, который транслировался в прямом эфире в разные страны. Это не было официальным возвращением, а скорее теплой встречей участников группы и фанатов, терпеливо ожидавших перерыва в групповых выступлениях. AR/MUI заполнили стадион с самого утра. Фиолетовые баннеры развивались на зимнем ветру, фанаты делились историями, песнями и даже слезами друг с другом. На баннерах было написано: «Мы ждали вас». 7 или ни одного. А где же Тэхён? Да. Из 7 ожидаемых лиц в тот вечер появились только 6. Отсутствие Тэхёна действительно вызывало вопросы. Официального заявления не было. Медицинских причин не было, только молчание руководства и редкие фотографии Тэхёна в разных местах. Это личная занятость? Или что-то более серьезное? В тот вечер, после проникновенного акустического выступления Джина и Чимина, настала очередь Чингука взять микрофон. Сценический свет был приглушен, создавая интимную атмосферу. Никакой музыки, только Чингук, прожектор, освещающий силуэт и десятки тысяч глаз, ожидающих чего-то, что, как они и не подозревали, изменит все. «Я хочу кое-что сказать», – произнес он необычным тоном. Последовала долгая пауза, очень долгая, словно он взвешивал каждое слово, которое собирался сказать. Обычно Чингук весел, спонтанен и полон энергии. Но в тот вечер его лицо было напряженным, глаза пустыми, словно он смотрел в прошлое. И когда он наконец заговорил, весь стадион затаил дыхание. Насчет Тэхёна, думаю, больше не время притворяться. Тишина. Никаких аплодисментов. Не было криков. Только тишина окутала атмосферу, словно весь мир остановился. Это не длинное предложение. Ничего не объясняет. Но его смысл подобен кинжалу, вонзенному в грудь. Больше не время притворяться. Как будто все это время что-то скрывалось, что-то заставляло выглядеть хорошо. Что это значит? Чингук не стал продолжать. Он просто опустил взгляд, затем вернул микрофон и, не поворачивая головы, ушел за кулисы. Даже Чимин, стоявший неподалеку, выглядел ошеломленным. Он не знал, стоит ли ему бежать к огромному светодиодному экрану или держаться от него подальше. Лица остальных участников выглядели не менее удивленными. Намджун нахмурил брови. Хасок поднял руку, словно собираясь что-то сказать, а Джин, казалось, смотрел в пол. Словно вся сцена, изначально наполненная ностальгией, внезапно превратилась в комнату для допросов, что вызвало неловкость у всех. И с того вечера одна фраза Чингука стала главной темой на различных форумах. AR/MUI со всего мира задают друг другу вопросы, подозревают и пытаются связать воедино кусочки прошлого, которые могли быть упущены. Что именно было скрыто? Есть ли какая-то скрытая напряженность между Чингуком и Тэхёном? В социальных сетях хэштег #YoungKaBoutaYoung находится в трендах уже 18 часов. Многие перезагрузили короткий видеоролик. Попробуйте прочитать выражение лица Чингука. Он сожалеет, злится или разочарован? Даже выражение лица Чимина, который смотрел на спину Чингука, по слухам, содержало скрытый смысл, как будто он что-то знал, но предпочел промолчать.
Некоторые фан-сайты, присутствовавшие на концерте в тот вечер, сообщали, что после ухода со сцены Чингук не возвращался до конца шоу. Он исчез за кулисами, его не видели на заключительной сессии, и руководство не дало никаких объяснений. Еще более шокирующим стало то, что в течение 24 часов после инцидента личный аккаунт Чингука в Инстаграм удалил все посты, связанные с Тэхёном. Опять же, никаких объяснений. Но в мире, полном преданных фанатов и цифровых шпионов, молчание громче крика. Ночь сменилась утром, и СМИ начали сообщать об этом моменте как об инциденте Чингука и Тэхёна. Некоторые называют это «взломом кода». Другие считают, что это просто форма эмоционального истощения артиста, который слишком долго находился под давлением. Но для некоторых фанатов ARMY это не первый раз, когда они чувствуют невидимую дистанцию между этими двумя друзьями. Они начали пересматривать старые видеоархивы, записи прямых трансляций и старые интервью. Некоторые заметили, что за последние 2 года интенсивность близости Чингука и Тэхёна действительно резко снизилась. Больше никаких совместных видеоблогов, никаких совместных проектов. В некоторых случаях даже кажется, что они очень тонко избегают друг друга. Тогда почему никто не заметил этого раньше? Возможно, потому что они слишком хорошо умеют скрывать свои чувства, или потому что мы слишком охотно верим, что все остается как прежде. Следующий вопрос, который волнует многих, что же на самом деле происходит между ними? И, что еще важнее, почему Чингук решил высказаться именно сейчас? Анонимный пользователь Twitter, утверждающий, что он бывший сотрудник менеджмента, написал: «Они скрывали это больше года». Чингуку наконец-то это надоело. Конечно, твит мгновенно стал вирусным, но, как всегда, никто не может доказать правду, однако слухи уже распространились, и публика жаждет подтверждения. Между тем, Тэхён по-прежнему не сделал никаких заявлений. На своей странице в социальных сетях он выложил всего одно простое черное фото с подписью «Не ищите меня». И этого было достаточно, чтобы миллионы фанатов заплакали в тишине. Некоторые считают это внутренним кризисом BTS, который, к счастью, разрешился. Но дело не только в этом, а в эмоциональной связи между двумя людьми, которых раньше считали неразлучными. ВУК, как их называют фанаты. Дуэт, олицетворяющий тепло и преданность, теперь превратился в загадку, которая тронула сердце миллионов фанатов. Те, кто непосредственно присутствовал в ту ночь, до сих пор не могут выразить свои чувства словами. Одна из крупнейших фан-баз написала в длинном посте: «Я лично видела, как дрожали глаза Чингука при упоминании имени Тэхёна. Это не гнев. Это не зажившая рана. И я не знаю, готовы ли мы услышать всю историю. Теперь все ждут разъяснений, ждут ответа, ждут объяснения, которое могло бы прояснить ситуацию». Но, как мы знаем, в мире, где блеск камеры может скрывать самые глубокие раны, возможно, больше всего ранит не сама реальность, а то, как нас заставляют медленно и безоговорочно гадать. И среди всех этих предположений ясно лишь одно: Чингук больше не молчит. И мир наконец услышал голос, который шептал в тишине. Пока мир был прикован к одной единственной фразе, сорвавшейся с губ Чингука, последовавшая за ней тишина превратилась в оглушительный рев. Эта фраза не сопровождается объяснением. Ни последующих слов, ни гневных выражений лица, ни слез. Но именно в этом и заключается его сила. Он ударил не криком, а тишиной, которая повисла, как густой туман, пронзая до костей. На следующий день настроение в фандоме резко изменилось. Дискуссионные группы внезапно наводнили теории, предположения и даже неофициальные расследования, проводимые ярыми фанатами. Кто знает больше о динамике BTS, чем сами ARMY? Они были вместе с самого начала. Они наизусть знают, как Тэхён и Чингук дополняют друг друга, словно их жизни, разделенные на 2 части. И теперь, кажется, эти части рушатся. Один из вирусных постов появился от пользователя с ником @perpletrut7, который написал анализ длиной более 50 абзацев, чтобы разобрать всего одно предложение: «Больше не время притворяться». Притворяться чем? Что они все еще близки. Что ничего не произошло.
что за кадром все хорошо. Что Вук жив. Глаза Чингука сказали нам все, что нужно было знать. Это было не заявление. Это была капитуляция. Комментарий набрал более 1,2 миллиона лайков за 16 часов. Эмоциональный, но в то же время логичный ответ от фандома, который чувствовал себя так, словно ему предложили головоломку без подсказки. ARMY – это не просто группа фанатов. Они – живые свидетели пути участников группы. И для них это не дешевые сплетни. Это коллективная рана. Однако чем больше они пытаются разобраться в ситуации, тем сложнее запутываются все узлы. Нет официального заявления от HYBE, нет разъяснений от других участников. Даже крупные СМИ, обычно быстро выявляющие драмы, проявляют осторожность, как будто понимают, что это не обычный скандал. Это нечто более деликатное, более личное, более разрушительное. За кулисами несколько источников начали говорить, конечно же, под псевдонимами. Южнокорейские СМИ процитировали инсайдера, который заявил, что 2 года назад работал над организацией тура BTS. Отношения Тэхёна и Чингука начали ухудшаться в последние дни перед перерывом. Были некоторые мелкие конфликты, которые не были должным образом улажены, и именно поэтому дистанция увеличилась. Но никто не думал, что все зайдет так далеко. Небольшой конфликт для публики – этого недостаточно. Но если он связан с мелкими событиями, которые считались прошлыми победами, начинает прослеживаться закономерность. Чингук чаще появляется вместе с Чимином в контенте на YouTube. Тэхён, который часто путешествует в одиночку, дистанцируется от деятельности группы. Даже в последнем закулисном видео есть один момент, который... Сейчас эта история получила широкое освещение. Во время тренировки по хореографии камера запечатлела момент, когда Чингук бросил на Тэхёна безразличный взгляд. Тэхён это заметил, но ничего не ответил. Просто 2 фигуры, похожие на коллег, держались на расстоянии друг от друга, и теперь ARMY видит все по-другому. Более того, фанаты начали задаваться вопросом о местонахождении Тэхёна в ночь мини-воссоединения. Его не видели в аэропорту, нигде не обнаружили. Даже когда папарацци, которые обычно никогда не упускали возможности найти айдолов, на этот раз ничего не нашли. Казалось, Тэхён исчез, но аккаунт в Instagram с ограниченным и неподтвержденным количеством подписчиков внезапно выложил фотографию, которая перетянула все внимание на себя. На фотографии мужчина, похожий на Тэхёна, сидит один в парке в Париже в серой толстовке и черной маске. Подпись простая: «Недалеко, просто тихо». Фотография продержалась всего 2 часа, прежде чем была удалена, но этого было достаточно, чтобы вызвать бурю негодования. Многие предполагали, что это действительно был Тэхён. Многие также считали это способом убежать от всеобщего внимания, от всей драмы, которая внезапно разразилась из-за одной фразы Чингука. Тем временем общественность начала обращать внимание на передвижение Чингука. После той ночи он не появлялся ни на одном рекламном мероприятии. Он также не делал никаких обновлений в социальных сетях. Даже запланированный в Ливе был внезапно отменен без всякой причины. В радиоинтервью, записанном в прошлом месяце, слышно, как Чингук говорит: «Иногда молчание – самый громкий крик». Люди думают, что у нас все в порядке, потому что мы улыбаемся. Но, возможно, эта улыбка – самая отработанная часть нас. Теперь это звучит как код, как знак того, что Чингук долгое время что-то скрывал. И в ту ночь он наконец-то это выдал. Даже если это была лишь небольшая часть, с другой стороны, ARMY все больше разделяются. Некоторые защищают Чингука, называя его жертвой эмоций, которые он слишком долго подавлял. Есть и те, кто сожалеет, что их поведение, считающееся непрофессиональным, провоцирует конфликты без объяснений. И, конечно, есть те, кто предпочитает молчать, терпеливо ждать, надеясь, что рано или поздно все честно прояснится. Но до какого момента? Одно корейское новостное издание даже назвало это явление «фиолетовым разрывом», имея в виду эмоциональную пропасть, которая сейчас открывается между участниками BTS и их собственным фандомом. Они не просто музыкальная группа.
Они – символ единства, символ братства. И когда этот символ начал трескаться, мир потрясен. Самое захватывающее – это не домыслы, не слухи, а отсутствие. Когда два человека, от которых больше всего ожидали разговора, вместо этого выбирают молчание, вопросы множатся, воображение разыгрывается, а чувство разочарования постепенно сменяется страхом. Будет ли это концом чего-то прекрасного? Эйяр и Муай все еще ждут. Все еще пересматривают старые видео, проливая слезы. Остается искренне надеяться, что все это всего лишь большое недоразумение, которое скоро будет объяснено. Но за этой надеждой медленно скрывается тень провала в коммуникации. И посреди всего этого не переставал звучать один вопрос. Чингук больше не притворяется. Так что же они скрывали от нас? Бывало ли у вас такое, что что-то настолько глубокое, что словами уже не описать? Именно это сейчас чувствуют многие Эйяр и Муай по всему миру. С той ночи, когда Чингук произнес эту фразу, длившуюся всего несколько секунд, но достаточную, чтобы потрясти эмоции миллионов людей, фандом уже никогда не был прежним. И когда все взгляды были прикованы к нему, Чингук исчез из поля зрения и из поля зрения. Ни представления, ни улыбки, никакого Чингука. В течение 3 полных дней после инцидента не было ни единого движения ни от руководства, ни от самого Чингука, пока, наконец, на 4-ю ночь, аккаунт Чингука на Уиверс не загрузил нечто необычное. Ни фото, ни видео, а длинную записку, написанную как письмо, без заголовка, без приветствия, без подписи. Он никого не обзывает, не извиняется и не защищается. Но как только это прочитаешь, каждый Эйяр и Муай поймет, что речь идет о нем, о Тэхёне, о том, о чем они никогда не говорят вслух. Иногда нам кажется, что мы знаем кого-то лучше, чем кого-либо другого, но время доказывает, что то, что мы знаем, это та версия человека, которую он позволяет нам увидеть. Отношения, которые строятся.